told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Прежде чем мы начнем видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на этот канал. Потому что здесь вы продолжите получать самые эксклюзивные и глубокие истории о Тэхёне, Чингуке и мире К-поп, которые редко освещаются где-либо еще. Итак, сделайте глубокий вдох, приготовьте свои сердца. Потому что сегодняшняя история перенесет нас в неожиданное место, на российское телевидение, где имя Тэхёна внезапно упоминается и вызывает восхищение. Неожиданное появление на российском телевидении и внимание всего мира к его физической трансформации во время службы в армии. В мире развлечений, полном сюрпризов, Ким Тэхён, более известный как V из BTS, продолжает доказывать, что он больше, чем просто звезда. Пока весь мир думал, что военная служба заставит его исчезнуть с радаров, произошло обратное, его имя стало известным, преодолев национальные границы, культурные различия и даже языковые барьеры. В довершение всего, в середине марта 2025 года в российском телешоу упомянули его имя, показали кадры с ним и даже с восхищением обсудили его физическую трансформацию во время службы в армии. Реакция по всему миру. Социальные сети взорвались комментариями вроде «Даже в России Тэхён все еще король, и ему не нужна реклама, чтобы оставаться на мировой сцене». Но какова же история в целом? Как человек, отбывающий срочную военную службу, смог появиться на телевидении в стране, далекой от его родины? Давайте копнем глубже, исследуя эмоциональные, стратегические и символические аспекты этого неожиданного появления. Когда Тэхён официально ушел в армию в декабре 2023 года, многие ожидали, что мир станет немного тише. Поклонники плакали, коллеги знаменитости выражали свою потерю, а СМИ писали, будто мир К-поп потерял одного из своих самых ярких светил. Однако Тэхён не из тех, кого легко забыть. Он умеет оставить след даже в тишине. Благодаря предвоенным фотосессиям, дораме «Сайинс», вышедший в эфир вскоре после его призыва, и отрывкам из его деятельности, просочившимся через других солдат, публика все еще ощущала его присутствие. Но никто не ожидал, что Россия, да, именно Россия, станет одним из следующих этапов его пути. 19 марта 2025 года в российском развлекательном шоу вышел специальный выпуск под названием «Глобальная сила К-поп и ее влияние на мировую культуру». BTS, конечно же, упоминались на протяжении всего эфира. Но что действительно поразило всех, так это когда ведущий, полным благоговения голосом, показал фотографию Тэхёна в военной форме верхом на лошади, поистине потрясающий образ. Он похож на персонажа из исторического фильма, но с лицом современной знаменитости, сказал российский ведущий, указывая на экран. Посмотрите на его мускулы рук, на его осанку, на его взгляд. Он явно не просто айдол. У него аура героя. Поклонники на разных платформах перевели это высказывание, поделились им, и клип стал вирусным. За несколько часов клип набрал миллионы просмотров в Twitter, TikTok и YouTube Shorts. Что именно сделало клип таким шокирующим? Ответ прост: Тэхён изменился. Его тело стало более мускулистым, черты лица более четкими, и, что самое поразительное, его уверенность в себе, казалось, взлетела до небес. Никаких застенчивых улыбок. Никаких движений, скрывающих камеру. Мы видим зрелого мужчину, который знает, что весь мир наблюдает за ним, и он ничуть не боится. Эта трансформация касается не только внешности, но и внутренней зрелости. Как будто армия для него не место ссылки, а пространство становления. Место, где он переосмысливает себя не как кей-поп-звезду, а как цельную личность, сильную как внутри, так и снаружи. В Корее фанаты встретили трансляцию российского телевидения со смесью гордости и эмоций. Они знали, что Тэхён всегда пользовался популярностью на международной арене, но видеть, как такая большая страна, как Россия, открыто восхищается им, особенно в военном контексте, было поистине особенным. В социальных сетях один из фанатов написал: «Русские хвалят фигуру Тэхёна. Я не могу перестать плакать с тех пор, как он ушел в армию. Теперь они видят красоту, которой нам не хватает каждый день». С другой стороны,
Японский обозреватель поп-культуры написал в своем блоге. Это молчаливое признание того, как Южной Корее удалось воспитать публичных личностей, которые не только блистают в мире развлечений, но и блестяще служат в армии. Тэхён – прекрасный пример. Немногие знаменитости могут одновременно охватить аудиторию разных культур. Но Тэхён обладает этим преимуществом. От его классического артистичного стиля до характерного глубокого голоса и загадочной молчаливости он подобен персонажу романа, который каждый читатель может интерпретировать по-своему. В России мужественная и дерзкая эстетика высоко ценится. Поэтому Тэхён в военной форме, скачущий на лошади по открытому полю, определенно соответствует культурному идеалу мужественности. По данным местного российского источника, ведущий шоу, в котором упоминался Тэхён, сделал следующий комментарий в своем подкасте. «Я никогда не видел человека с таким идеальным балансом мягкости и силы. Даже без слов его тело и мимика передают все. Он словно солдат из будущего, элегантный, сильный и в то же время поэтичный». Эта цитата широко распространилась в международном армейском сообществе. Многие считают этот комментарий не просто комплиментом, а символом того, что Тэхён начинает получать признание как мировая фигура, обладающая высокой творческой ценностью и достоинством. Что означает для К-поп, когда айдол остается виральным даже во время службы в армии? Это важный вопрос, над которым сейчас многие агентства размышляют, как максимально эффективно использовать присутствие в отсутствии. BTS и Тэхён в частности проложили новый путь. При правильном планировании армия может стать временем укрепления бренда, а не падения популярности. Тэхён демонстрирует, что личные качества, а не только промоактивность, являются истинной основой долговременной славы. Название статьи Спортскейда «Тэхён буквально повсюду» – не шутка. Оно несет в себе более глубокий смысл. Влияние Тэхёна проникло в различные сферы, страны и сообщества. Его присутствие заметили не только поклонники К-поп, но и культурные обозреватели, ценители изобразительного искусства, даже военные и зарубежные телеведущие. Он стал символом, охватывающим разные культуры и эпохи, иконой, которой не нужны слова, чтобы донести свое послание. Его появление на российском телевидении – лишь одно из многих доказательств того, что он вышел за рамки просто участника бойбенда. Впечатлены не только фанаты. Несколько корейских знаменитостей также косвенно отреагировали на это. Один известный актер во время прямого эфира сказал: «Я видел новости о Ви из BTS по российскому телевидению. Неудивительно. Его лицо как классическая статуя. Если бы я был ведущим этого шоу, я бы, наверное, онемел от восхищения». Это заявление, безусловно, пополняет длинный список похвал Тэхёну и укрепляет его статус гордости в Корее. Поскольку его популярность не уменьшилась даже во время службы в армии, возникает вопрос, куда отправится Тэхён после увольнения? Вернется ли он сразу в музыку? Или решит расширить свой кругозор, став актером, моделью или даже послом культуры? Если мир уже распахивает ему объятия, даже когда его нет рядом, можно только представить, насколько впечатляющим будет его возвращение. Появление Тэхёна на российском телевидении – идеальная метафора его карьеры, ему не нужно много говорить, чтобы произвести впечатление. Он присутствовал молча, очаровывал молчанием и оставался в сердцах каждого, даже выполняя свой государственный долг. Тэхён буквально везде. Это не просто заголовок. Это реальность. Горькая реальность для тех, кто по нему скучает, но и утешительная, потому что она доказывает, мир не забыл и никогда не забудет его. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friends
tell me what's wrong.